Всем привет, на канале Александр М. Брест. Сегодня у нас в гостях перфоратор Blowcraft BPH 750 мастер линии. Вот такой. Значит, на режим сверления вообще не хочет включаться. На режиме сверления с ударом так примерно работает. И на удар, если ставишь, вообще фиг пойми что. Короче, надо разбирать. Первым делом снимем переключатель режимов. Судя по всему, он был хозяином установлен неправильно, и именно из-за этого не работает режим сверления. Так и есть. Скоба переключения находится не в том положении, в котором должна быть. Поэтому давайте ее поправим. Установим переключатель заново и посмотрим, что изменится. Поставили правильно переключатель режимов и ставим на режим сверления. Уже ставится. Ну, как-то работает, но что-то не то. Давайте, короче, разбирать и смотреть. Снимем заднюю крышечку для начала. Хочу обратить ваше внимание, что вот здесь практически вся конструкция очень сильно смахивает на Bosch 224. Я практически уверен, что кнопки даже взаимозаменяемые. Но это так, к слову. Давайте снимем щетки. Точнее, их можно даже не снимать, а просто взять вот нашу пружиночку. Вот так вот в бок отвести и приподнять за проводок саму щетку, чтобы она не мешала нам доставать ротор. Ну а теперь давайте открутим корпус электрики от корпуса механики. Теперь будем вынимать ротор. Аккуратненько подковыриваем. И достаем. Будем разбирать сейчас механику. Для начала обратно снимем наш переключатель режимов. Крепко он, конечно, тут сидит. И разберем патрончик. Как всегда, снимаем пыльничек. Колечко стопорное. Пластиковый корпус, толстенькое колечко, шарик. Шарик не вываливается. Вот. О. Шарик, пластинку фиксирующую и пружинку. После этого можем снимать корпус редуктора. Оп. Ну и давайте разбирать дальше. Снимем сразу растровую втулочку. О, какая красота. Вот наша поломка. Сразу видна. Основание гильзы просто выломано. Интересно, почему даже. Это... В растровой втулке ходит без проблем. Ладно, хватит смотреть. Давайте разбирать. Разбирать, чистить запчасти и искать еще дефекты. Скрытые, возможные. Все будем запчасти сейчас разбирать просто-напросто и чистить. Скоба у нас просто сощелкивается с подшипника. Достанем из гильзы боечек. Значит, у меня есть такая выгнутая жесткая проволочка. Ею это легко достается. У нас тут резинка, в принципе, изношенная, поэтому легко очень боек сам по себе дался. Вот. Ну и эту запчасть, естественно, откладываем в сторону. Значит, растровую втулочку я уже почистил. Боечек в ней нормальный, я проверил. Значит, потом корпус редуктора тоже почищен. Блестит как полагается, короче, чистому редуктору блестеть. Вот. Сейчас будем снимать ротор, снимать пьяный подшипник, чистить вот этот корпус редуктора алюминиевый. Ну и уже смотреть точно, что менять надо. Ротор у нас здесь достается просто. Тянем на себя и шевелим. Оп. Вот и ротор.
Пьяный подшипник тоже снимается довольно просто. Берем отвертку плоскую, всовываем между корпусом и скобой и проворачиваем. Скоба у нас выщелкивается, скобу мы достаем, чистим. А с другой стороны у нас уже почти выпрыгнул пьяный подшипник. Ставим вал пьяного подшипника в нижнее положение и достаем. Толкающая пружинка, шестереночка, игольчатый подшипничек и пьяный подшипничек. После того, как все это разобрали, естественно, приступаем к чистке запчастей. Вот сколько металлолома я вынял из корпуса редуктора. Здесь у нас и куски алюминиевой гильзы, вот это, и куски колечек, которые у нас стоят вот на этом бочонке. Короче говоря, если бы мы не почистили редуктор, то вполне реально, что навернули бы либо шестерни, либо еще что-нибудь. Короче говоря, чисти редуктор, а иначе кусок отломанной запчасти может попасть, к примеру, между шестеренок и просто-напросто убить другие запчасти. Ну вот мы все запчасти очистили, и теперь можно уже смотреть, что нужно менять. В корпусе редуктора у нас дефектов нет, поэтому его просто чистим и откладываем в сторону. Ну, гильза, естественно, под замену, я думаю, все понимают. Также надо подобрать для нее колечки. Также под замену идет пьяный подшипник, в котором вот здесь и здесь отчетливо видны трещины. Помимо этого, плохие подшипники на роторе у нас уже, поэтому их тоже поменяем. Ну и, естественно, по традиции поменяем компрессионную вот эту резиночку, которая стоит у нас на байке внутри гильзы. Подобрали новые запчасти, ну и, естественно, приступим к установке. Установили на ротор новые подшипнички и теперь будем запчасти собирать в блоки. И затем уже блоки собирать воедино. Значит, в центре нашего корпуса есть вот такая пимпа, на которую мы будем ставить нашу пружинку. Берем пружинку, ставим на пимпу и давайте собирать дальше. Шестереночка, игольчатый, затем поставим пьяный подшипник. Вот такое положение, висячее пока что. Берем нашу гильзу, не знаю как кто, я лично вот так смазываю с двух сторон и на эту смазку вешаю наши колечки, для того, чтобы они не сваливались и не перекашивались никак. Затем ставлю наш бочоночек, наш палец. Все, поправляем колечки, и они уже никуда у нас не уйдут. И теперь будем устанавливать нашу гильзу на пьяный подшипник. Берем пьяный подшипник и прицеливаемся валом внутрь нашего бочонка. Ну и, естественно, ставим. Все, то есть мы попали. Затем пьяный подшипник вдавливаем в корпус. После того, как пьяный подшипник сел в посадочное гнездо свое, ставим на место скобу. Делается это с помощью одной отвертки. Вот так, очень просто. Теперь берем наш вал и соединяем со скобой переключения. Оп, вот таким макаром. Ну и, естественно, ставим все это на место. Поменяли резиночку, смазали и устанавливаем боечек. После того, как собрали этот блок, естественно, его пересмазываем. Этот блок смазали, растровый тоже смазали, и давайте собирать. Оп, установили. Проверяем, как все крутится. Крутится все хорошо. Вот, поэтому будем собирать дальше. Смазали игольчатые подшипники внутри корпуса редуктора. И можно его ставить на место. Теперь берем наш ротор и устанавливаем в корпус редуктора. Чтобы он зашел в зацепление, обязательно его покручивайте. Оба-на! Если вынимали воздухозаборник, ставьте его обратно. Значит, в этом перфораторе у нас стоит резинка без кромки, поэтому сначала ставим резиночку, поправляем ее, затем, ну, не знаю как кто, а я лично по традиции накладываю на подшипничек немножко лубрикантику,
Ну и, естественно, буду устанавливать ротор в корпус электрики. Перед тем, как скручивать, я лично проверяю, как все крутится. Механическую часть перфоратора собрали. Поэтому давайте устанавливать обратно наши щеточки. Следите, чтобы пружинка у вас не перекосилась, и ставьте ее вот так на место. То же самое со второй. Щеточки поставили на место, завели все проводки так, чтобы они не мешали ничему. И давайте устанавливать корпус. Ну а теперь ставим переключатели режимов. Опа. Ну а теперь собираем патрон. Ставим пружинку, ставим фиксирующую пластинку, ставим шарик, ставим кольцо потолще, ставим корпус, ставим колечко стопорное. И пыльничек. Ну вот мы наши чудо-техники и собрали, поэтому давайте проверять. Ну, патрон держит. Режим сверления. Работает. Удар со сверлением. Работает. Просто удар. Работает. Вот такая небольшая поломочка у нас сегодня в перфораторе была. Ну а я надеюсь, что видео было полезным, поэтому подписываемся на мой канал, делимся этим видео, ну и хватит.